в Израиле. Каждый понедельник в 2 часа дня на Slavic Family Radio. Мы уезжаем в Израиль. Шалом, дорогие друзья, шалом, любимый Портленд. Вы слушаете передачу от партии Библейский блок Израиль на Slavic Family 11:30 АМ. Сегодня у нас в гостях Ави Липкин. Ави, can you hear me? Одну секундочку, мы проверим, чтобы Ави мог быть в эфире. Ави, I cannot hear you. What's... Just one second. Итак, друзья, у нас сегодня в эфире Ави Липкин. Мы с ним проведем этот час. И... Ави, can you say shalom? Because I cannot hear you. I hear you. You're Okay. very loud, actually. Okay. So, can you hear me now? Yes, I can hear you. Super. Good. So, Avi, today we're doing a 1-hour show, and I understand you are in Eilat, right? Correct. In the Sport Israel. Uh-huh. Well, so as last time, I will have to translate, but today I heard a lot of news what's happening in Israeli politics concerning the blue and white party actually making their coalition. And if you could explain to our listeners what exactly is going on and what is the negative effect of it, and I will translate my question before I let you talk. Сегодня мы хотели бы обсудить тему израильской политики, и если кто-то из вас следит за израильской политикой, то несколько дней назад стало известно, что партия бело-голубые, они предоставили такой свой проект, что коалиция будет создана, но она будет создана также с партиями, которые представляют 13 арабских мандатов. Эти 13, я немножко сразу поясню вам, эти 13 арабских мандатов, они не просто как демократические такие мандаты, эти партии, они выступают за уничтожение государства Израиль. То есть они не просто как «Да здравствует Израиль, пусть он будет благословен, и мы живем в этой стране». Они действительно настроены на то, чтобы не было Израиля, была одна большая Палестина. И то, что партия бело-голубая вместе с Либерменом вообще пошла с ними по этим договоренностям в израильском правом обществе, а непосредственно Беньямин Нетаньяху, он начал призывать людей к тому, что, может быть, даже будут большие протесты, чтобы этого не произошло, потому что это как бы угроза на самом деле национальности, государству Израилю. И сейчас такие вот происходят всякие интервью на интернете, люди очень высказываются резко, очень много всяких... В общем, люди опасаются, к чему это может привести. Это, во-первых. Во-вторых, все давят на то, что партия Либермена, а также партия в основном Либермена и бело-голубых, что они вообще пошли с арабами под ручку. И сейчас я возвращаюсь к Ави Липкину и дам ему возможность непосредственно из Израиля рассказать о том, что происходит. Ави, I just explained a little bit about this coalition of the 13 Arab mandates that has united. And as I understand, they made a coalition together. They were running as a one joint party. That's why they got the 13 seats. And now the white and blue and Lieberman is joining them. And they are creating I think they call it a transitional government. At the same time, they're calling it as a minority government. Can you explain a little bit what's going on? Okay, well, firstly, as I said in the last program,
the golden rule here in Israel or in the Middle East is that in the Middle East you learn to expect the unexpected. Как я вам объяснял в прошлых передачах, золотое правило Ближнего Востока это ожидать неожидаемое. Now, we have a number of different conflicting problems in this country, regardless of the parties. У нас есть номер нескольких проблем, которые постоянно между собой конфликтуют. Now, actually, we had two elections, one in April, one in September. У нас было двое выборов. Одно первое было в апреле, второе в сентябре. And the primary protagonist is Avigdor Lieberman. И как бы главный такое слово протагонист это Авигдор Либерман. Avigdor Lieberman's approach is that Israel has a chronic problem of very radically, quickly growing ultra-Orthodox parties. Авигдор Либерман, как бы его направление такое, что он очень сильно направлен против развития ультраортодоксальных партий, потому что как бы вот он говорит о том, что в Израиле очень сильно эти партии ультраортодоксальные, их еще начали в последнее время называть мессианские партии. Это то слово, с которым я перепутал в прошлый раз мессианские евреи. Это не про них говорится, это говорится об этих ортодоксальных партиях, что они тоже мессианские. It has to be remembered that when Ben-Gurion, our first prime minister, gave the ultra-Orthodox 500 exemptions from the army 70 years ago, now the population is 10 times as much. So instead of 500, it should be 5,000 yeshiva students. But what we really have is 125,000 yeshiva students, which is a lot more. Значит, 70 лет назад, когда образовывалось государство Израиль, премьер-министр Бен-Гурион, он дал разрешение 400 студентам ультраортодоксальных семей, чтобы они не ходили в армию, а только изучали Тору. Сейчас, когда люди размножились, то эта цифра должна была умножиться в 10 раз, например, до 5000. Но они размножились очень сильно, и поэтому эта цифра уже размножилась до 125 тысяч. So what was happening over the last 70 years is that the different political coalitions always made agreements with the ultra-Orthodox. И что случилось за последние 70 лет, что большие политические коалиции, они всегда делали договоры с этими ультраортодоксальными партиями. So what we see, for example, is that until recently, the religious and nationalist bloc was about 65, 66 out of 120, which was the majority. И что мы видели за последние года, что религиозный блок, он всегда был 65-66 голосов из 120, поэтому это всегда было большинство. And this allowed Netanyahu to form a very stable regime for 11 years. И это позволяло последние 11 лет Нетаньягу иметь свою очень такой стабильность в политике. But the problem, like with cancer, is the growing uncontrollable cells which grow and take over the body. Ну, проблема, как и с раком тела, бывает, что маленькие клетки рака, они распространяются, и в конечном результате они завладевают всем телом. So, for example, the Russian immigrants, or shall I say, the people who came from the former Soviet Union, including Ukraine and Belarus, all these people, or most of these people, are not religious.
И как я могу сказать, что те люди, которые приехали из бывшего Советского Союза, как Украины, Белоруссии, всех республик, они являются нерелигиозными. What we see happening is that the ultra-Orthodox numbers are growing and growing and growing because in every coalition, the ultra-Orthodox receive all the money that they want. И как мы видим за последние года, что именно ультраортодоксальная сторона, коалиция, она все растет и растет и растет, потому что именно ультраортодоксальные партии и люди, они получают деньги, те, которые они просят у государства, потому что они как бы в большинстве. So a few examples of the problem are having stores open on the Shabbat, on Saturday. Ну вот, например, на таком примере, что в субботу магазины закрыты. Also the question of the kosher laws come under question when these immigrants try to work in restaurants or in food businesses. И также вопрос стоит работы и этих магазинов, и ресторанов по субботам, потому что много иммигрантов, они из Советского Союза, они хотят работать в этих ресторанах по субботам. Or if Russian-speaking people and Israelis also, if they want to go to the beach on the Sabbath and they don't have a car, there is no public transportation on the Sabbath. И, конечно, эти русские люди, и не только, конечно, русские, но в основном эти русские люди, которые хотят в субботу поехать на автобусах на пляж или куда-нибудь, они не могут это сделать. And of course, my party, which is a very new party and has no representation yet in the Knesset, we have a problem with some of our people, including Russian speakers, including English speakers and others, that if they believe in Jesus, they will be expelled from the country by the ultra-Orthodox Ministry of Interior. И, конечно же, наша партия, она тоже имеет таких людей, как бы желает представлять их интересы, тех людей, которые верят в Иисуса Христа, которые из-за своей веры и из-за своих понятий, как исполнять закон, они могут быть выдворены из страны через министерство, которое выдает гражданство. And so the Israelis who are secular and more to the left, they support Gantz and the Blue and White Party. И израильтяне, которые светские, они больше идут как бы в левую сторону, и они поддерживают партию бело-голубых. And of course, many of the Russian speakers support Lieberman. И также русскоговорящие, они поддерживают Либермена. And of course, a built-in problem is that there are no Christian representatives in the Knesset yet. И внутри построенная такая проблема внутри политических партий, что нету партии, которая представляет непосредственно христианские взгляды. So whereas in elections until a year ago, Lieberman was part of the right-wing coalition of 67, and now Lieberman has moved over to the left to join the more secular Blue and White and other left-wing parties in order to try to break the ultra-Orthodox control of the Israeli political system. И вот до прошедшего года Либерман всегда был на стороне правых партий, и он просто поддерживал правую сторону, как бы сионистскую сторону. А в этом году он просто пошел против ультраортодоксального такой схватки на правительство, что уже вот много лет они в правом блоке,
И из-за того, что он пошел против именно ультраортодоксальных евреев, ему пришлось присоединиться к левой стороне. And so basically, we see a shift. The problem now is that the Land for Peace program of Gantz is something that many people in Lieberman's party are against. И проблема, которая у нас сейчас назревает, это то, что на стороне лево-голубых у них проблема с тем, что было такое условие, что меняем землю на мир. И вот с этим условием сейчас начинается быть проблема именно вот у левых политиков. So, for example, I have been in the country 51 years. Я, например, был в Израиле, уже живу 51 год. And I can tell you from my personal experience of 30 years in the Israeli army that you do not become a general, you do not become a senior officer unless you are a socialist. И я знаю из того, что я 30 лет работал на израильскую армию, что если ты не будешь социалистом, то ты не получишь погоны генерала. And so what these generals want is basically the same behavior as what Rabin did with Oslo I. И что эти генералы хотят, которые сейчас занимают места в армии, это то же самое, что хотел премьер Рабин, которого застрелили где-то в 80-х, 90-х годах. Именно того, что хотел этот премьер-министр Рабин. I can tell you from my experience that in 1988 I was part of the Likud campaign, and В 1988 году я был в партии Ликуд, я участвовал в их политической кампании. And in 1992, when Rabin won the election, he copied the principles of the Likud exactly. А в 1992 году, когда Рабин был премьер-министром, он просто скопировал практически все, что представлял и говорила партия Ликуд. He was called Father Security. Его звали папа по безопасности. And immediately after he was elected, he did not have a majority. И сразу после того, как он был избран, у него все равно не было большинства в Кнессете. He had a total of 58 members of Knesset, and he was lacking 3 to have a majority. У него было 58 голосов, и ему не хватало 3, чтобы иметь большинство. So what did he do? He bribed 3 members from another party to get the 61. И что он сделал? Он просто как бы дал взятку 3 министрам из других партий и получил свои 61. Then he broke every promise he made with his principles of the election and discussed giving land to the Palestinians, giving land to Syria, and giving land to Jordan. And as painful as it is, I think this is why he was assassinated. И после этого он нарушил все свои обещания, с которыми он шел в своей политической программе, и начал раздавать землю, начал предлагать землю вместо мира. И очень, к сожалению, я так думаю, что поэтому его и застрелили. And so basically what many people are saying today is that these 3 generals, Bugia, Alon, Ashkenazi, and Gantz, these 3 generals, these 3 chiefs of the army are all socialists, basically, and they will do exactly what Rabin did, which is to give the West Bank and maybe Golan Heights back to the Arabs.
И что сегодняшний правый блок переживает, что вот эти три генерала, которые сейчас стоят во главе партии голубые и белые, что они будут делать именно так, как поступал Рабин, что он предлагал землю израильскую, как вот Самарию, Западный берег, чтобы обменять ее на мир. So what we have here is that Lieberman now has to make a decision. Does he want to fight the Orthodox, or does he want to go against the right-wing people of many parties? And he was part of the right wing. И с чем мы сегодня сталкиваемся, или с чем сталкивается сегодня Авидор Либерман, это или же поддержать вот эту партию бело-голубых, которая отдаст землю, из-за того, что он хочет идти против ортодоксальных евреев, или же все-таки немножко, или не поддержать их. So this is going to be a cause of very tremendous instability, even if there is a coalition with Gantz. И даже если будет сделана коалиция с бело-голубыми, то это само его решение Либермана, оно будет являться таким разрушающим моментом в этой всей коалиции. Because most of the supporters of Lieberman, who are especially the Russian speakers, they are more nationalist. Потому что все-таки большинство, которое голосовало за Авидора Либермана, они все-таки националисты, и они за государство Израиля. The word that we've been hearing today from many people in the Likud is that they are trying to convince the ultra-Orthodox to make concessions. То, что мы слышим сегодня от партии Ликуд, это что они стараются как бы уговорить ортодоксальных евреев, чтобы сделать какие-то, на что-то согласиться, поменять что-то в своих условиях. Now, what Lieberman wants, which is actually a very wonderful idea, is a coalition of Likud and Gantz and Lieberman. Что Либерман хочет, что на самом деле может быть очень хорошей идеей, чтобы соединить Ликуд, бело-голубые и Либерман без арабского сектора. This would give 72, 73 members of Knesset, and that would be a good majority out of 120. И это даст где-то 72-73 места в Кнессете, которое будет сильное правительство. Now the deadline is Wednesday, in which Gantz has to tell the president of Israel, Rivlin, can he form a government or no. И до этой среды бело-голубая партия должна дать свой ответ президенту Израилю, если они смогут создать свою коалицию. Personally, I don't think so. Персонально, я не думаю, что они смогут ее создать. Now, if this is the case, then the next stage is going to the president and then having a vote in the Knesset to see if there is anyone other than Netanyahu or other than Gantz that will be chosen by the 120 members of Knesset, by a majority of the 120. And there is, rumor that someone, for example, like Gidon Sar, who is Likud, but he's considered a rebel against Bibi Netanyahu. So it could be that Gidon Sar will form a government with Gantz and with Lieberman, and basically Netanyahu is finished.
И если до среды этого не произойдет, то потом происходит такой момент, что сам президент, он должен будет обратиться к парламенту и сделать свое предложение парламенту, и парламент должен будет отреагировать, и как бы парламент сможет назначить человека, например, как если они скажут, что вот в партии Ликуд есть другой какой-то лидер, которого зовут Идон Цар, который считается в Ликуде как противник Нетаньягу, что вот он возглавит Ликуд, и тогда партия Ликуд соединится с либерменами, соединится с бело-голубыми, и тогда Нетаньягу просто уйдет из своей партии, потому что сама партия его убрала со своего правительства. I don't think that Lieberman can form any kind of an agreement with Gantz based on the support of the United Arab Party. Я не думаю, что Либерман сможет сделать какую-то коалицию с бело-голубыми, потому что соединяясь с арабскими 13 мандатами. And so what I think we will see in the next few days, the next 2-3 weeks, is pressure on the ultra-Orthodox parties to make concessions. And then if that doesn't work, then a vote in the Knesset for someone other than Netanyahu to form the government. И поэтому, что я ожидаю, что будет в последующие пару дней, будет очень большое давление на ультраортодоксальные партии, чтобы они немножко поменяли свои взгляды, свои позиции, или же будет голосование в Кнессете. And of course, if nothing works, then we have elections in March again. И если это не произойдет, то у нас будут третьи выборы в марте. So, Avi, I want to ask you a question. Few things. Today, Pompeo, the American envoy to Israel, he announced that America is changing its view of settlements in Samaria and Galilee as not illegal anymore. Have you heard about this news? Oh, of course. It was very, very important in the news today. So I want to ask you, why do you think he made this decision, or he made this announcement today? And what is the connection? And I will translate my question before I give you a chance to speak. Я задал вопрос Ави, так как сегодня Майк Помпео, это американский посланник на Ближний Восток, он сделал такое заявление, что Америка поменяла свои взгляды на поселения, которые построены на территории Самарии и Галилеи, что эти поселения уже нелегальные. И это как историческое такое его заявление. И вопрос Ави, связано ли это с сегодняшней политической обстановкой в Израиле, и каким образом, и почему именно в эту неделю? So, Avi, why do you think he made this statement today, and what significance this statement has for the Israel? Okay, well, of course, you know, Baruch, that Israel handed over all of Sinai to Egypt 3 times for peace. And actually, we've been fortunate from 1977, no war with Egypt. Как вы знаете, Израиль 3 раза отдавал землю Египту для мира, и с 1976 года у нас не было конфликтов с Египтом. And so we were hoping, when we handed over Gaza, here we are saying to the people of Gaza, here is Gaza, we are out, we take all our soldiers out,
all our civilians. Now you have your own country. I mean, you have your own territory. And instead of peace, we got rockets. И когда Израиль сделал то же самое с территорией Газы и вывел из Газы войска и полностью передал землю территории Газы для палестинской автономии, что вот полностью вот разбирайтесь, это ваша земля, стройте свое государство, делайте все, что хотите. Израиль тоже надеялся, что будет такое же перемирие с палестинцами, но обратно получали только ракеты. And so I think that Pompeo and also President Trump both understand that this idea of territories for peace does not work, because the agenda of Islam is the destruction of the Jewish state. И, по всей вероятности, Помпео и президент Трамп, они понимают, что вот эта вот стратегия, она не работает, потому что она не сработала с Газой. And I'm going to go a little in another direction now. Okay. For example, President Trump said that he was going to withdraw 400 American soldiers from northeast Syria, and his reason was that these wars and these battles between different tribes, groups, have been going on for hundreds of years, and the United States doesn't want to be involved in these fights all the time. Сейчас мы немножко уйдем в сторонку. Например, президент Трамп забрал американских солдат из Северной Сирии, когда вот Турция вошла, чтобы убивать курдов. И его объяснение было такое, что мы забираем своих солдат, потому что мы не хотим участвовать в вот этих междоусобицах, которые происходят между всякими маленькими национальностями, не маленькими национальностями, но между кланами, которые живут на Ближнем Востоке. And so I think what the American government is saying now to Israel is that the West Bank, Judea, Samaria, if Israel stays there, there's stability. And if Israel withdraws, it'll be like Gaza. И как я думаю, что Америка хочет сказать Израилю через свое утверждение, что эти поселения не являются нелегальными, то, что если Израиль будет находиться и держать эту землю под своим контролем, то там будет стабильность. Если же они уйдут, то будет то же самое, что происходит в Газе. Again, you have to remember that Israel had a certain map in 1936, and the Arabs said no. They had a map in 47, the Arabs said no. They had a map in 49, the Arabs said no. They had a map in 67, 68, the Arabs said no. There was a map in 70s. Every time there's a new map, the Arabs say no. And so Israel keeps expanding. И мы должны помнить, что еще начиная с 1936 года, и потом 1946 года, и позже, каждый раз Израиль предоставлял палестинцам какую-то дорогу к своей автономии, к своему государству, чтобы они как-то его построили, но арабы всегда говорили нет. Они никогда с этим не соглашались, чтобы у Израиля вообще практически не было ничего. Но и в то же самое время, через все эти войны, Израиль просто продолжал увеличиваться и увеличиваться. Now, actually, an interesting point is that the peace plan, the deal of the century of President Trump, calls on Israel to hand over to the Palestinians most of the West Bank. And like I said before, this is not logical. И предложение президента Трампа, которое называется «Сделка века», которая сейчас должна была произойти, но не смогла случиться,
эта сделка века предлагает в себе, чтобы Израиль все-таки отдал большую часть западного побережья для палестинского государства. So I think that's the situation. The United States, I feel, as an ally, would prefer that Israel fight its own battles. And because Israel was attacked again and again and again, the settlements are not illegal. They were never really part of any, there was never a Palestinian state. So they're not illegal. The West Bank was occupied illegally by Jordan. И поэтому я думаю, что поэтому американцы сейчас сделали это утверждение, потому что они хотят сказать Израилю, чтобы Израиль сам разбирался в своих внутренних проблемах и со своими соседями-палестинцами, и со своей землей, потому что эти поселения, они, во-первых, никогда не были нелегальными, и, во-вторых, просто чтобы занимался своими делами. So, Avi, you don't think that this statement, because it's coming at this particular point that is happening at what is happening in Israeli politics, that the statement has to do with any rush. For instance, what I'm trying to say is, what if American government is afraid of blue and white coalition with the Arab states, with the Arab coalition, and to make their announcements before that coalition takes forms and basically take over the government, they want to announce it and maybe make it legal before they actually start their government, and that way they cannot overturn this government, this law back. I mean, how they did with the Golan Heights And Jerusalem. and Jerusalem. Правильно. So Yes. I am thinking logically this. So basically, my question was: is the American government afraid of this left-wing coalition with the Arab states, with the Arab mandates? I don't want to say the word afraid, but you have to remember something. Rabin, of course, I don't support the assassination of Rabin, but the man who supposedly killed Rabin, Yigal Amir, he did it because Rabin made certain security promises, and then he lied. He broke all his promises. And the majority of the people then voted for Netanyahu in 1996. And so today still, I think the vast majority of Israelis oppose handing over any land to the Palestinians or the Syrians, because every time we do it, we only allow them to attack us more and more. And what Gantz, I think, is going to try to do could cause a civil war. Вопрос был такой, почему американцы именно сейчас сделали такое заявление, и не является ли это показателем того, что американское правительство, оно переживает, что вдруг может действительно появиться такое левое правительство в Израиле вместе с арабским блоком, которое потом будет работать против Израиля. И поэтому они сделали это объявление сейчас, чтобы уже узаконить этот западное побережье, чтобы оно было уже официально израильским. И таким образом, когда это левое правительство будет создано, они не смогут перевернуть это обратно. Ну и, в общем-то, Ави так же и думает, что вполне вероятно, что это было сделано или по этой же причине, потому что мы не знаем, как это дальше будет. И, во-вторых, что действительно, что левое правительство, как и бывший премьер-министр, который был вот в 90-х годах, которого застрелили, он тоже был как бы за Израиль, но когда стал премьер-министром, он стал работать против Израиля, чтобы отдать эту землю. So, Avi, we have about 10 minutes left,
can we a little bit focus how the Bible Bloc Party would fit in? Let's imagine that we get 5-10 mandates in March because of this chaos in the politics. Maybe Lieberman will do some kind of a mistake. Maybe the left side will do huge mistakes. And maybe because the American government representing American evangelicals will be of support and will show greater support to Israel, just like they did today with this announcement. How would Bible Bloc Party benefit, and what benefit could it bring to the future government, to the right bloc? Do you want to translate into Russian first? Yes. Значит, я задал Ави такой вопрос. Как он видит, что партия Библейский блок, которая представляет интересы христиан и также евреев, но в основном христиан в Израиле, учитывая сегодняшнюю обстановку и учитывая поддержку американских евангелистов через правительство президента Трампа, вот эту моральную поддержку израильскому обществу и как бы правому блоку через вот такие вот заявления, что и земля ваша, и это все ваше, и мы поддерживаем вас. Как наша партия, Библейский блок, сможет от этого иметь свою поддержку, свой бенефит, и также каким бенефитом она сможет быть для правого блока в Израиле в следующих выборах? Okay. Firstly, I have to say something with all honesty. There have been, I think, bad relations between Jews and Christians for 2,000 years. Сначала я хочу сказать, что да, были проблемы между евреями и христианами за последние 2000 лет. And both sides made mistakes. И обе стороны делали свои ошибки. And I am a believer in Judeo-Christian Western civilization values. И я сторонник, и я верю в еврейские, христианские ценности для жизни. And so, for example, the evangelical Christians in America were attacking me because, I was talking about Vladimir Putin, president of Russia, saying that he was a Christian and that what made Russia great was its Christianity. И, например, меня атаковали американские евангелисты, когда я хвалил президента Путина и его взгляды на ценности, и его поддержку на христианские ценности. So there has been a great improvement in Russia as a Christian nation, as opposed to when it was under communism, which was atheist. И поэтому в России были какие-то прогрессы в качестве христианских ценностей намного больше, чем они были во время коммунизма. Now, in Poland and Ukraine and other countries, they don't like Putin. They don't like the Russian history. Например, в Польше и в других европейских странах, которые окружают Россию, им Путин не нравится. And, but Poland and Ukraine are becoming European more and more, and they're becoming more democratic. These are Judeo-Christian values. И, например, Польша и Украина, они становятся все больше и больше демократическими, и это и есть еврейские и евангельские ценности. And so, considering that I have been working all this time with no money, everything has been done from my own pocket as a volunteer, it's going to take many years for everyone to know that this party exists. Ну и так как я работаю над этой партией без поддержки финансовой и все плачу из своего кармана, это возьмет много лет, чтобы о нашей партии узнали по всему миру.
there is a community near Jerusalem called Yad HaShmona, or the 18. It was 18 Jews from Finland. Anyway, 40. This is a messianic town, and 40% voted Likud and 60% voted Lieberman. Например, около Иерусалима есть маленький городок, называется Яд Ашмана, и там финлянцы, христиане, его начинали, и 40% проголосовали за Ликуд, 60% проголосовали за Либермана. And so none of them almost voted for my party because nobody believes in the idea of a new Judeo-Christian alliance party. И за мою партию никто из них не голосовал, потому что никто не верит в саму идею такой партии, еврейской христианской партии. It's very, very hard to overcome hatred of 2000 years with this new love. Очень тяжело преодолеть вот эту ненависть, которая была построена на протяжении 2000 лет. But I believe this is what God wants. Но я верю, это то, что хочет Бог. Now, also, we have to remember that more and more Jews are moving to Israel from France and England and Germany and from the United States also. Но нам также нужно помнить, что больше и больше евреев переселяются в Израиль из Франции и Англии и разных европейских стран. Also, you have a country like Argentina, which just had elections. И также есть страна Аргентина, где только что прошли выборы. And the Peronists won this election. И там выиграл выборы Паранаус. Peronistim. They're like socialists. Ага, партия, которая, как бы она называется, паронисты, они как социалисты. And these people are going to destroy the economy of Argentina. И эти люди, они истребят экономику Аргентины. Argentina will become like Venezuela. Аргентина станет как Венесуэла. And so we have 150,000 Jews in Argentina, many of them married to Christians. И у нас есть 150 тысяч евреев в Аргентине, которые поженились или женаты на христианах. And many of them are going to move to Israel. И много из них будут переселяться в Израиль. At the same time, the United States and Canada see a tremendous growth in Islamic terrorist capabilities. И также Америка и Канада видят большую разницу в вспышках антисемитизма в своих странах. And so when Jews come to Israel, they will bring their Christian husbands and wives and children with them. И поэтому, когда евреи переедут в Израиль, они привезут своих родных и близких. So if you want to pray for me, you have to pray for my good health, that God will keep me alive to continue this work. И поэтому, если вы хотите, вы можете молиться, чтобы Бог дал мне здоровье, чтобы я продолжал эту работу. This will take many, many years. Это возьмет много-много лет. But our population will continue to double and triple. Но наша популяция, она будет увеличиваться вдвойне и втройне. So this is the plan. I will continue doing the best that I can. And I'm hoping that your radio program will help to open doors for me in the Russian-speaking world. И поэтому мы будем работать и работать. И я надеюсь, что эта передача сможет открыть нам двери к русскоязычным христианам. And I'm very, very happy that you've been able to help us with your program. И я рад, что я смог, что мы смогли помочь этой передачей, этой партии. And also one more point I wanted to mention, we are now having Ethiopians joining us, because also with the Ethiopians, many of them who came to Israel are actually Christian believers. И я хочу поделиться хорошей новостью, что эфиопская общественность христианская тоже к нам присоединилась к нашей партии. It's
a very interesting point that such a small country like Israel, you have to have a campaign in Russian, in Arabic, in Hebrew, in English, in Amharic, in Spanish, all these different groups coming here. You have to have campaign in all the languages. Очень как бы поразительно является тот факт, что в такой маленькой стране, как Израиль, где всего лишь 8 миллионов человек, ты должен делать свою кампанию политическую на русском, английском, еврейском, арабском и разных языках, которые там находятся. One little point, as you know, you remember when we met in California a few years ago, I have 7 books and they are all in English. One of them was translated into German. Есть один такой момент, что у меня есть 7 книг, которые я написал от себя, и одна из этих книг была переведена на немецкий язык. It would be very good if we can do this in Russian. So if you know of any publishers who want to do my books in Russian, this will open again more and more doors. Было бы неплохо, чтобы мои книги были переведены на русский язык, и было бы неплохо, если бы наши радиослушатели, кто занимается, имеет какие-то связи именно с публикацией, с переводом, смог бы нам в этом помочь. The Russian non-Jewish vote in Israel is 400,000 people. Русские нееврейские голоса в Израиле насчитывают около 400 тысяч голосов. So if the books come out in Russian and we can disperse the books, this will bring us 5, 6, 7, 8 members of Knesset. И поэтому, если мы сможем перевести наши книжки на русский язык и распространить их по Израилю, это действительно даст нам возможность получить 5, 6, 7, а то и больше голосов в израильском парламенте. Okay, and so just tell your listeners that if people want to help, they should be in contact and make their offers so we can really move ahead. И поэтому я прошу наших слушателей, которые нас слушают, что, пожалуйста, если вас эта тема интересует и затрагивает ваше сердце, и вы хотите каким-то образом в этом участвовать, вы всегда можете нас найти и предложить свою помощь. Okay. Thank you, Avi. This was a very interesting show, and I want to thank you. I want to wish you all the best, and hopefully, just quick question: What would you want better, the third elections or the something else? Listen, I believe whatever God wants, this is what I want. It doesn't make a difference, because if we have elections, we will go up again maybe by a few hundred or a few thousand votes. If we have 2, 3, 4 years of quiet, we can work without this pressure and do a more serious work. But whatever God chooses, I'm fine. Got it. I want to thank you. Thank you for coming on the show. And I have so many questions that I want to discuss with you, but we'll take it one step at a time. God bless you. Next week. Next week. God bless you. Next week. Thank you. Good. Shalom. Дорогие слушатели, вы слушали передачу от Библейский блок в Израиле. В эфире сегодня нашим гостем был Ави Липкин, и я, Baruch Avrahamovich, представляю партию Библейский блок Израиль в США. Вы знаете, где нас найти. Всего вам хорошего. Шалом. Я Baruch Avrahamovich. Всех любящих Израиль приглашаю в эфир на передачу от партии Библейский блок в Израиле. Каждый понедельник в 2 часа дня на Slavic Family Radio. Мы уезжаем в Израиль.